Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня вы увидите обзор на один из девайсов, который пока еще не так сильно просел по цене. Как вы знаете, с курсом по определенным, очень печальным для всех нас причинам творится беда. И к чему это все? К тому, что хуавеевские планшеты, в отличие от остальных, скорее всего, никаким образом не будут отключены от чего-либо. Если мы трясемся по поводу яблока, если кто-то трясется по поводу операционок, открытого кода и всего остального, Huawei китайская компания, китайские производители пока не присоединились к санкциям и ввиду позиции китайского правительства, я думаю, вряд ли присоединятся. Так что печально, но факт, это дело точно не окирпичится. Снимать может максимум 4К 30 FPS, на эту камеру все это дело и снимается. Сам планшет после самсунговских, которые у меня были на руках, и у вас еще будут перед вами, потому что обзоры на них я буду делать намного лучше во всем. Что сборка, что качество экрана, хотя опять же самсунги делают планшеты и делают под них экраны. Но это лирика. К чему это? К тому, что 600 тысяч баллов в Antutu, стабильный куалкомовский 865-й процессор, пусть и не последний. И по большому счету все бы было отлично, если бы там была защита экрана получше, потому что я его уже за, получается, 2 недели умудрился довольно неплохо поцарапать. Пленки, разумеется, в стоке нет. Если брать все остальное, цвет, блеск, красота, поэтому смотрим. Я его долго и упорно не покупал, купил в итоге фактически по цене, по которой всегда его покупают на распродажах, в районе 25 тысяч рублей. Здесь нет симки, разумеется, но вроде бы шикарный экран. Что можно сделать в плане Google сервисов с ним, я понятия не имею. Разумеется, здесь звук Harman Kardon, разумеется, здесь хуавеевская App Gallery, которая вроде бы уже довольно неплохо прокачана всеми. Я планирую его реально поюзать, про него море просто обзоров. Понятно, что часть из них, разумеется, была анонсирована самим Huawei, ко мне это не относится. Хейтить я его не собираюсь, потому что, в принципе, учитывая железо, железка своих денег стоит. Моя основная идея — это есть ли там возможность играть хоть в какие-то игры популярные, есть ли возможность смотреть YouTube и насколько он удобен, в принципе, без Google сервисов, потому что мне кажется, что на это дело его просто так не накатить. Но мы здесь видим фактически те же самые обещание, что и у Xiaomi это 120 Гц экрана, это очень неплохо. Плюс разрешение прямо топовое. По большому счету, разумеется, можно подключать мышку, клавиатуру. Покупал на русском Тмоле, ссылка в описании. Если что, еще раз повторяю, зовут меня Саня. На канале обзоры ежедневно. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. На канале для стримов, на лайв-канале можете прийти посмотреть, как у нас проходит общение с подписчиками во время прожарок, либо во время розыгрыши. Розыгрыши, еще раз повторяю, каждый месяц в конце месяца. Здесь, скорее всего, в прокачанных версиях мы имеем возможность запихать симку, да. А так, без симки, только карта памяти, но это уже неплохо. Материалы, конечно, топовые. Расхваливать его не буду. Мне очень нравится, что здесь нет никаких пленок, в отличие от самсунговских девайсов. Следующий момент. Это у нас блок питания, максимально скромный, получается, но с функцией Supercharge. На 22,5 ватта, неплохо. И кабель USB-A, USB-C. Маленький, удобный. Гарантийный талон, разумеется, на русском языке. И это должно быть все. Вес данного устройства 485 граммов. Размеры 9,4 мм с блоком камер, без блока камер 7,4 мм. Очень даже достойно. То в ширину он у нас 165 мм, примерно как высота вашего смартфона. Ну, русский язык сразу предлагается из коробки. Нет никакого подбородка, рамки не такие огромные, осталось 66% заряда. Протестирую, расскажу, что у меня в итоге получилось. Смотрим. Подписывайтесь с колоколом и не забывайте, если заблочат YouTube, есть VPN, это раз. И два, в описании я добавил свою ссылку на Яндекс.Дзен. Вряд ли его забанят. Там у меня дублирующий данный контент канал, так что кому интересно, не забываем подписаться. Перейдем же к планшету Huawei MatePad 11. Полетели. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки. На официальном сайте это серый матовый и оливковый цвет. На AliExpress есть еще серебряный и голубой. Тактильный и внешний корпус похож на пластик, но хороший пластик. А вот рамки, скорее всего, металлические. В руках держать удобно, сборка мне очень понравилась, но у кнопок все-таки есть небольшой люфт. Материалы, разумеется, марки. На корпусе расположена кнопка питания на верхней торцевой части планшета, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.0
2.0. Да-да-да, если вы будете снимать, что очень вряд ли, потому что стабилизации у камеры нет, то скидывать все это будете просто. Плюс АПК-шные файлы и подобное, допустим, видео будет летать просто. 4 микрофона, также есть 4 стереодинамика, звучание великолепное. Для наушников есть аудиоэффекты Huawei Hisense. Далее слот на microSD до 1 терабайта. Мини-джека, к сожалению, нет. И лично мне хотелось бы иметь разъем для зарядки на верхней части планшета, только с соображения удобства. И не забываем, что логично, что если нет даже мини-джека, можно Type-C-шные наушники проводные использовать, если нет ТВС. К слову, беспроводных наушников обзоров, наверное, штук 200 на канале, так что не забываем. И про удобство. Планшет поддерживает стилус Huawei M Pencil второго поколения. Также можно подключать клавиатуру и мышку. Все это стоит довольно прилично, но если вы приобрели, допустим, этот планшет, та же клавиатура на Авито продается в большом количестве, притом недорого. Летим дальше. Планшет оснащен IPS-дисплеем на 10,95 дюйма с разрешением 2560 на 1600 точек. Плотность пикселей 275 ppi, цветовой охват DCI-P3. При ярком освещении слегка не хватает яркости, но картинка меня порадовала, так как она контрастная и цвета насыщенные. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также на выбор есть 60 Гц и автогерцовка. Скроллинг плавный, тормозов лично я не заметил. Автояркость работает отлично, вопросов к ней у меня не возникло. Под разными углами тон картинки, конечно же, бросает в теплый оттенок. Далее, мультитач есть и берет все 10 пальцев, не тормозит. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лица. Работает это дело без нареканий как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. И завести биометрические данные лица можно аж 5 раз, что очень круто и удобно. Летим дальше. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 865, один из самых удачных, с техпроцессом на 7 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,8 ГГц. Графический процессор Adreno 650, интерфейс Harmony OS 2.0. Оперативная память LPDDR4X доступна только 6 ГБ. Внутренняя память быстрая и доступна на выбор 64, 128 и 256 ГБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии Ultra. Связь с Wi-Fi держит стабильно, звучание при разговорах отличное. К слову, и фронталка хороша, но примеры вы позже увидите. Вибромоторчик хороший, но не настраиваемый. Bluetooth версии 5.1, по некоторым данным 5.2 почему-то. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou, Galileo QZSS. Точность GPS меня разочаровала, так как максимум я добился 17 метров. В среднем стабильно 30 метров в городских условиях. Емкость аккумулятора 7250 мАч, PC-Mark отказался он проходить вообще. Несколько раз пробовал, то ли защита стоит, то ли еще что-то. По моим тестам его хватит на 3 часа, если играть в тяжелые игры. Если использовать для повседневных задач на 120 Гц при максимальной яркости, то проживет он не менее 5 часов. Если не играть, а смотреть фильмы, то часов 12 как минимум. В PUBG Mobile у меня он съел за 1 час игры на максимальной яркости при 120 Гц 23% заряда. В Roblox ушло 12% за 30 минут. Да, ощущаете, кто у меня тестировал его? Genshin Impact, к сожалению, не запускался. Возможно, есть какой-то лайфхак, я особо не вникал. В этом и минусы Huawei. Играть комфортно, фризов я не наблюдал, как и понижение яркости. Если сравнивать с планшетами других производителей, то здесь явно неплохая автономность. К слову, тот же Instagram не обрезанный, а на весь экран, что и так было очевидно, но я должен был проверить. Заряжается он с 0 до 60% за 2 часа, с 0 до 100% потребовалось 3 часа. Перейдем же к тестам. Тротлинг тест 271 гипсов минимально, максимально 333 гипса, в среднем 299 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 897, в мультикоре 3247, по 3D-марке показал Wildlife 3785, Wildlife Extreme 1098, Wildlife Stress Test 3805, Wildlife Extreme Stress Test 1104, Slingshot и Slingshot Extreme, разумеется, на максимум. В Antutu выбил неплохие 604 тысячи попугаев, Storage Test показал 25 тысяч, и это совсем нехорошо. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел, как вы видите, результаты на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из одного модуля и LED-вспышки. Основная на 13 мегапикселей с автофокусом, который не совсем хорошо отрабатывает. Максимальное качество видеосъемки 4К 30 FPS, притом нет никакой стабилизации. На борту есть замедленная съемка, панорамная, водяной знак, документы, аудиоконтроль, таймер и серийная съемка. Фронтальная камера на 8 мегапикселей находится в рамке, она небольших размеров и максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. Качество съемки не мрачное. Короткие примеры вы сейчас увидите. И вот он, великий и ужасный Huawei. То, что вы точно не будете делать ночью, снимать в Мурино в час. Каким образом может Huawei в движении зимой запечатлять ночь в Мурино?
К чему это все? К тому, что 4К 30 FPS, стабилизация, конечно же, никакая, то есть все плывет. Но если вы будете вести плавно, ну нет, все равно дергание картинки. Конечно же, никто не покупает планшеты для того, чтобы что-то там снимать. Ну а вдруг вам приспичит, и вот альтернатива ваша, не знаю, телефону какому-нибудь. Но стаб слабенький. В принципе, по, допустим, автофокусу. Вот здесь есть, кстати, и даже ночью отрабатывает. Удивительно, но факт. Они, в принципе, запихали сюда довольно неплохую камеру с довольно неплохими алгоритмами работы, потому что черный объект в темное время суток мало что вообще в фокус берет. По поводу того, как работают микрофоны, по поводу того, как работает вообще вся эта внутрянка, вы сейчас видите. И в такие моменты мне иногда радостно, что у Huawei проблемы с Google. Почему? Потому что все-таки такое железо за такие деньги это очень даже хорошо. В целом я пока планшету очень-очень рад. X10 максимум, как вы заметили, и все, пока. И вот она, фронтальная камера. К слову, почему-то указано, что она снимает тоже в 4К 30 FPS. Я все это дело уточню, потому что, ну, тогда это удивительно, но факт из разряда. Как так? Не похоже на 4К, если честно, не похоже, что вообще она снимает бодро. Но, с другой стороны, ночью она и не должна бодро снимать, фронталка, у планшета. Это же вам не телефон, учитывая, что и телефон-то фонтанно не снимают в ночи. В целом, планшет хорош, по экрану однозначно. Все остальное нужно будет еще оценивать. Ну и разумеется, единообразно, но безобразно. Или наоборот, не мог я пройти мимо своей любимой гайки насчет автофокуса на мосту. Ну, вы понимаете, да, что он просто не может сфокусироваться на этих неоновых вывесках, тем более вдалеке. А в целом, вот сейчас это я вручную просто сыграл с автофокусом, вот он теперь и обиделся. Был ручной у меня. Ручная попытка его настроить на, получается, вывески. Очередной заход и... Нет, да. Да или нет? Да. Где-то 1,5 секунды необходимо планшету, чтобы перефокусироваться. Очень даже неплохо. Неплохо. Муринский парк. Планшет, который вы никогда сюда не возьмете. Это Huawei. И вы видите, как примерно будет он снимать в условиях неплохого такого рассеянного света. Понятно, что у нас здесь нет солнца. Я сейчас попытаюсь синичку поснимать, но не вижу, где она. Точнее, вижу глазами, но не вижу на планшете. X ушла, улетела. А что у нас? Вот она. X4. И, в принципе, нет, вы не сможете поснимать какой-нибудь фильм о жизни синичек, с одной стороны. С другой стороны, как хоум-видео вполне пойдет. Если вдруг вы с этим планшетом летом, понятно, что не зимой, окажетесь в парке, будете благополучно смотреть YouTube, либо играть в игры, а потом решите что-то подснять. Пауза есть, возможность сделать видео, фото есть. В принципе, все. И это было в 4К, то же самое в 1080p 60 FPS вы сейчас видите. Ну, лучше всегда в 4К, пусть даже 30 FPS снимать, по мне, учитывая размеры наших экранов. Немного фронталки днем, Муринский парк, никакого роллинг-шаттера нет, но в целом можно разговаривать. Но опять же напоминаю, что у меня без сим-карты вариант, то есть нужно по Wi-Fi будет подключать к чему-то, что будет раздавать интернет, либо покупать версию с симкой, но по мне там прям такие цены нереальные, что дешевле купить телефон для раздачи интернета.
Очередная ночь. Если снимать с фронталки, вы видите та же самая локация. К чему это все? К тому, что 4К съемка это прям совсем круто для планшета. Понятно, что она вся плывет. Понятно, что вы видите зернистость просто космос. И X это просто для мебели. Плюс о плавности здесь не идет никакой речи. Как мне сказали правильно, что когда я упомянул, что на планшете никто ничего не снимает. Мало я был в Египте или Турции и наблюдал, как современные бабушки бегают вот с этими вот штуковинами вместо телефонов. В принципе, да, кто-то снимает, притом если вот делать это все плавно даже ночью. Ну, смотрибельно. Радости смотреть это будет мало, но смотрибельно. Вот даже ночная речка видна. Минусы: нет мини-джека, автофокус у основного модуля не совсем хороший, если вообще можно назвать его таковым. Нет стабилизации никакой. Конечно же, главный минус в том, что нет Google сервисов, хотя на данный момент, может быть, это даже плюс. И это не сарказм. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки. 7 марта, как бы ни странно это звучало, на Алиэкспрессе распродажа. Поэтому, если что-то где-то как-то стабилизируется, а курс вроде бы даже сегодня, во всяком случае, когда я записываю видео, почему-то пополз вниз. Но я догадываюсь, почему. Обязательно скину промики, если мне их скинут на распродажу. И резюмируя также на этот планшет, в чем его особенность? Как вы видите, выход я также пишу на него. У него направленный микрофон. То есть сейчас я разговариваю не куда-то там, а вот рядом с камерой, которая, опять же, повторяюсь, 4К 30 FPS снимает, есть микро. Почему однозначно ему да? Потому что раз, я уверен, что Harmony OS не окирпичится, она существует вероятность, но тогда нам ничего важного уже не будет. Следующий момент. Их еще реально найти по адекватному прайсу. И третье, Huawei делает просто великолепные девайсы, исключая тех минусов, которые сейчас, я чувствую, нам будут не важны. Ну, не встает на них половина программы от Гугла, так они могут вообще сейчас не вставать. Игрушки все встают, в принципе, практически все. На него устанавливается тот же YouTube, который вполне возможно скоро будет заблочен, но он устанавливается. VPN никто не отменял, поэтому пишем, чтобы вам еще было интересно на обзор. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.